Какие народы собирали самые большие армии в истории? Орды гуннов и монголов, римские легионы и варварские толпы. Все народы мира мечтали иметь огромные армии. Но не всем это было под силу. Давайте посмотрим, кто собирал самые большие армии всех времен до наших дней. Армии древности. Средний размер армии Древнего Востока не потрясал воображение. Урук, Аккад и Шумер могли выставить не более 5000 вооруженных людей, которых назвать воинами тоже было бы слишком лестно для них. Перелом произошел с Ассирией и Вавилоном, где под копье уже вставали до 100 тысяч человек. Фараоны Египта выводили на бой до 120 тысяч человек, скифы оперировали армией не более 50 тысяч бойцов. Зато на Дальнем Востоке, в царствах Жун, Шань и Чжао, уже с самых древних времен, воевали армии по 200 тысяч воинов в каждой. Во времена Цинь Ши Хуанди китайские военные казнили только 300 тысяч пленных из другого китайского восставшего царства. Но назвать эти толпы рабов армией было бы еще рано. Античность. Персы, повелители Азии до Александра Великого, собирали от 200 тысяч до миллиона воинов, и это было грандиозным войском тех времен. Македонцы, однако, истребили эти толпы десятикратно меньшим войском. Да и все греки собрали более 110 тысяч воинов лишь один раз в истории. Соседи персов, индийцы, легко выставляли по 300 тысяч солдат, царство Маури оперировало такими армиями, да еще и с боевыми слонами. Теперь понятно, почему Александр испытывал проблемы в Индии. Его диадохи резко уменьшили численность войск, и в бой за империю селевкидов, возникшую на месте Персии, ходили уже только 100 тысяч воинов, как и в династии Хань в Китае. Рим распоряжался обычно меньшими армиями, но в максимальных ситуациях напряжения мог выставить 150 тысяч легионеров и наемников, как и армия Карфагена. Средневековье. К началу упадка Рима германцы и сарматы приводили в империю до 100 тысяч человек, что было по силам дряхлеющей империи. Однако гунны легко выставляли по 200 тысяч человек, что привело к Каталунским полям, где Рим также привел около 300 тысяч воинов. Арабы, несущие знамя пророка, вели за собой в Персию и Испанию около 200 тысяч воинов. А вот на востоке династии Тан и Эсью уже воевали с армией в 500 тысяч воинов в каждом царстве. Еще больше могли выставить монголы, до миллиона воинов, размазанных, однако, по многочисленным языкам их войска. В то же время франки в крестовых походах едва набирали 100 тысяч человек и кратно меньшее число рыцарей среди них. Если на западе воевали умением, то на востоке числом. К 1500 году империя Мин выводила в поле 1 миллион бойцов и 300 тысяч ополченцев. Даже огромная армия османов не могла бы соперничать с ними, имея всего 250 тысяч воинов. А тем более войска Руси до 40 тысяч бойцов максимально. Таким образом, до изобретения огнестрельного оружия Восток шел по пути наращивания численности плохо обученного войска, а Запад воевал сравнительно небольшими армиями профессионалов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.